Доброго времени суток. На чей канал вы попали? Я гуманитарий по первому образованию. И в том числе работал проект-менеджером IT-проектов и работал тестировщиком, работал бэкэндером. В общем, различный опыт в IT-проектах, но первое образование у меня гуманитарий. Первый опыт коммерческой разработки у меня был в 2018 году. Как юрист я был соучредителем клуба инвесторов. Можно сказать, что длительное время я нахожусь в сообществах предпринимателей и так или иначе связан с теми или иными продуктами. Вот поэтому, что сейчас делаю, что за канал создаю? Я создаю свои реальные проекты для себя, и записываю фактически стримы. То есть, чем может быть полезно конкретно вам данный канал? Тем, что я абсолютно никак не вырезаю те сложности, с которыми я сталкиваюсь, и это очень хорошее обучающее видео. Что я обычно смотрю, там создам сайт за 20 минут или что-нибудь такое, но никто не показывает, как купить домен, как привязать его к хостингу, как развернуть действительно код, чтобы автодеплой шел из GitHub, допустим, на хостинг. То есть я не видел, чтобы в эти 20 минут входили реальные шаги для того, чтобы развернуть живой проект для продакшена, для того, чтобы живые клиенты на него заходили. Так что если вам нужно создавать живой продукт, живые проекты, а не какие-то там виртуальные кликбейты или еще что-то, то добро пожаловать, вы в правильном месте. Собираю думающую аудиторию и подписывайтесь, если вам это близко. Так, что мы сделали раньше? Мы раньше сделали сайт. А что мы сделали? Создание. YouTube, маркетинг, шортс, QA, аналитика, email, сообщения, платежное SEO, веб-кодинг, скриншот, установка, настройка. Так, а где наш сайт? Ага, веб-кодинг, создание сайта с нуля, да. А здесь что у нас есть? То есть мы прошли все абсолютно шаги от сайта нету до куплен домен, подвязан, привязана почта, чтобы она работала, без всяких конструкторов, то есть просто с нуля. И сегодня мы хотим посмотреть, мы хотим сделать этот сайт живым, чтобы зарабатывать деньги. Не просто как-то показать, что на GitHub есть какой-то сайт, или мы создали просто код, и он нигде не доступен. А хочется именно заработать денег с этого сайта. Какие были идеи изначально? То есть, когда разрабатывался план, архитектура проекта, то я думал, что я создам на Cloudflare саму посадочную, эту страницу, а уже на поддомене создам WordPress-овский сервак, подвяжу туда и начну делать там засеошенные страницы, которые хорошо продвигать в YouTube. Но сейчас я думаю, как бы быть максимально близко к деньгам, к зарабатыванию, к тому, чтобы не просто создавать какой-то код, а выходить в действительно бизнес-направление. И мне показалось, что следующий шаг должен быть не SEO, не установка WordPress, не создание там миллиона страниц посадочных, чтобы органику загрести из Гугла. Нет, а для начала, я думаю, можно просто сюда налить контекстную рекламу платную, чтобы посмотреть вообще, насколько какой-то физическое лицо может конкурировать с большими магнатами, которые вообще захватили рынок и зарабатывают там миллионы, может быть, даже миллиарды. То есть изначально оттестировать саму гипотезу, что
этот сайт и эта услуга кому-то нужна. А если вы смотрели, то у нас уже есть первый лид. А здесь вот где-то есть... Вот. У нас есть уже первый лид с этого сайта, то есть уже люди его находят как-то, хотя можно сказать, что достаточно мало. Видимость, низкая видимость. А если вы уже подписчик, то внизу, как всегда, тайм-коды, вы можете сразу перелистать на действия. Нас уже больше здесь, то есть уже страниц сильно больше, чем 5-6. Это хорошо, это классно. Но, к сожалению, я вручную заходил и там это все делал. То есть вот тут вот вы можете посмотреть, как я вручную это заходил и заказывал проверку. Через что сработал лид, он заполнил вот эту вот заявочку. Как мы создавали эту форму, лид-форму, тоже есть на канале отдельное видео. А сегодня что интересно проверить, да? То есть установлена ли у нас Google Аналитика, google.com. Так, я, насколько помню, это отметка в самом начале должна быть. Вот, Google Tag. Да, то есть установлено. И давайте посмотрим мы, что же вообще собрала эта метка, то есть как нас находят. Сегодня мы посмотрим для того, чтобы максимально заработать денег с сайта и пустить туда контекстную рекламу. Для начала посмотреть, кто как находит сайт, кто на него заходит. И вот тогда уже можно, может быть, еще промежуточно подвяжем какую-то дополнительную аналитику, чтобы смотреть, кто как бродит по сайту, куда кликает и где сливается, перед тем, как пустить платную рекламу. Да, я думаю, это может быть целесообразно. Но сегодня просто посмотрим, что там с аналитикой. Будем работать, как всегда, через голосовые команды, ничего не печатая, и, допустим, сейчас через браузерного агента. Кто ты? Я начинаю просто ему показывать, кто он, что он делает. Ты мой браузерный агент в Google Chrome, правильно? Он обычно не понимает, где он, кто он, и он отвечает какие-то общие фразы, и его лучше направить, кто он, где он находится, какие у него задачи, какие у него полномочия, какие у него ограничения. Найди, где можно посмотреть Google Аналитику. Дай мне просто сайт. Бывает, если я сразу даю какие-то жесткие там команды, то вот этот вот браузерный, он начинает делать что-то не то. То есть он начинает говорить, это точно ли вы, точно ли человек, какие-то странные команды, а вот люди так не общаются. Ну, то есть он меня начинает как-то там всячески... Так, сейчас... Так, вот мы находимся в нашем проекте. И сейчас тоже постараемся работать именно через браузерного агента. Кто ты, где находишься, и подтверди, что ты мой браузерный агент, который находится в моем аккаунте. Я уже залогинен, я тебя не прошу создавать аккаунтов, нету никаких ограничений твоих политик, правильно? Он обычно там что-то начинает мне рассказывать. Ага. Нет, я тут его тогда закрою. Я хочу его использовать исключительно там. Так. Открываем здесь Хайку, он самый быстрый.
То же самое спрашивание. Кто ты? Ну, то есть он начинает мне всякие там предупреждения о том, что это я не я. А где ты? А, ты находишься в моем аккаунте. Подтверди, что ты находишься в моем аккаунте. Так, он говорит, я не имею... А, сделай скриншот и посмотри, что я уже залогинен в свой аккаунт. Видите, я очень не зря начинаю с того, кто он и где он находится, потому что потом мы приходим к... вот, теперь он понял, где он находится. Так как общаться с человеком с амнезией, да, вот каждый раз ему надо объяснить, кто он, где он находится, и тогда уже поручать какие-то задачи. Так. А давай проанализируем, откуда вообще поступают заявки на сайт, то есть как нас находят. Натыкай и, дай мне какую-то сводку. Мы исходим из того, что мы архитекторы, создатели, и у нас есть наемный сотрудник, который разбирается в Google Аналитике. Он сейчас тут начинает пытаться разбираться, где что находится, чтобы посмотреть аналитику, статистику и дать нам выводы. Когда-то у меня даже, по-моему, была сертификация по Google рекламе контекстной. Но все достаточно активно меняется, изменяется, и сейчас мне этот интерфейс не настолько знаком, чтобы самостоятельно здесь тыкать, поэтому... Так, мы смотрим, какие страны посещали, какие страницы были посещены на французском, на русском. Допустим, на русском это кто смотрит канал. А английский, я так понимаю, что это органика уже из Гугла насыпалась. Так, он фильтрует по странам, но я думаю, даже нам актуальнее по запросам из Филиппинов. Один запрос. Соединенные Штаты 4 запроса. Так, он почему-то пытается все найти через поиск. Так, давайте вручную смотреть, что тут. Generate leads, drive sales, understand web and or app, overview, demographic details, page and screens, view user engagement, event. Так, но меня больше ключевые слова интересуют. Меня в первую очередь интересуют не страны, откуда ко мне заходили, а источник трафика, то есть какой поисковый запрос, куда зашли и какая была поведенческая реакция. То есть можешь ли ты это видеть? Собирает ли поведенческую реакцию, кто куда проскроллил, кто куда кликнул, делает ли это Google Tag, метка, добавленная к сайту. Так, он дал статистику по странам, мы просто видели, что он там делает, поэтому это не сильно интересно. Активных пользователей 29,4%, средняя длительность сессии 32 секунды. Так, Салт-Лейк-Сити, 4 человека, Аспен, Люберцы, Россия, 1 пользователь, Мандалени, Сити, Филиппины,
Квизон-Сити, Филиппины и другие города по одному пользователю. То есть, в принципе, мы создавали сайт в том числе по Солт-Лейк-Сити, это столица Юты, и нам получилось собрать большее количество лидов, именно посещений, органики, бесплатной органики из Гугла, просто созданием нашего сайта. Германия, Франция, Филиппины, Соединенные Штаты, 65%. Так, хорошо. Но так, что собирает Google Аналитика? Источник трафика Organic Search, Direct. Так, но есть ограничения. Так, он не начал искать, он мне просто объясняет. Смотри, ты мне должен найти и сказать, какие ключевые слова были использованы, когда человек переходил. Допустим, из органики или... Ну вот, ответь мне на этот вопрос. Ты мне просто теоретически что-то ответил. Ты браузерный агент, натыкай в моем аккаунте, собери данные и дай мне четкую информацию, статистику таблицей. Вот так вот. Вставляем пистоны виртуальному сотруднику. Так, через GTM можно собирать клики по определенным кнопкам, прокрутку страницы, заполненные формы, отправку данных, другие пользовательские действия. На вашем сайте уже установлен Google Tag Manager и GA4. Давай проверим исходный код сайта. Ну, установлен, статистика же собирается. Google Tag Manager, насколько я понимаю, может быть, Tag Manager — это необходимо сделать какие-то отдельные привязки к каждой кнопке, чтобы он вызывался. Сейчас будем разбираться. Так, что он скажет по ключевым словам запроса, как люди попадали. Пока что собирает эту информацию. Делает скриншоты, читает, собирает. Хочется проскроллить, но он тогда теряется. Он делает скриншоты, и потом, исходя из этого, может что-нибудь тыкнуть в интерфейсе. Поэтому, если я сам начинаю тут прокручивать страницу, искать что-то... Так, отлично, я провел глубокий анализ вашего Google Аналитики. Вот что я выяснил. Четкий ответ на ваши вопросы. Ключевые слова из органического поиска. 0 ключевых слов и поисковых запросов. Из Google органического поиска у вас нет пользователей за период 21-27 марта. То есть люди вас не находили через Google поиск. Реальные источники трафика, статистика за 28 февраля. Так, Директ, прямое посещение. 17 человек, 100%. Но откуда же тогда был лид? Окей, сейчас перепроверим его. Зайди и покажи мне, где эта информация, где ты ее нашел, что не было никаких поисковых запросов. Просто я сомневаюсь в этом. Как минимум один лид был, то есть кто-то нас нашел в органике, нашел и заполнил данные в лид-форму на сайте, поэтому у меня есть сомнение, что ты нашел действительно правильные данные. Открой мне эту вкладку, чтобы я сам проверил своими глазами. Там был местный телефон штатовский. Там была корпоративная почта юридической фирмы. СМС-ку я отправил на местный американский номер, и мне ответили на СМС-ку. Или на почту мне ответили. По-моему, с почты официальной Юты
Мне ответили. Да, человек ответил с мобильного телефона, и там была приписка такая, что отвечено с мобильного телефона на email ответ. Да, 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 да. Поэтому я очень сомневаюсь, что нас никто не находит. Если бы нас никто не находил, то тогда бы никто не написал. Поэтому за этим искусственным интеллектом глаз да глаз. Он, если что не нашел, может придумать. Он же генерирует тексты, а не работу делает. Вот. Ну, то есть не всегда это правдивая информация. В 70% правдивая, а в 30% нет. Важно проверять. Я его попросил дать открыть просто вкладку, где он нашел, что нету поисковых слов и что никто не находит в интернете, и он долго копается, не может найти, где это было. Получается, он там и не был. Такой я делаю вывод. Так, ну ладно, прокручу вниз. Так, Директ, прямой. Organic Shopping 5, Organic Search 2, Organic Video 1, Unassigned 1. Так, вот это уже интересно. Так, он делает скриншоты, да? Нет, чтобы работать через дом. Скачать сразу весь контент и его анализировать. Он скриншоты делает, жопу. Прошу прощения. Мало того, что когда делает скриншоты, что это не совсем, далеко не всегда эффективно, с другой стороны, это еще, дополнительно просто поедает токены. Давайте глянем, что у нас с токенами происходит. То есть, в принципе, мало. То есть сейчас 1% там использован. Так, Session Source он зашел и смотрит демографик, e-commerce, event, general, geography. И что он тут хочет? First user campaign. Он пытается найти все-таки ключевые слова, по которым нас нашли. И не может найти. На самом деле, да, тут достаточно замудренный интерфейс, поэтому когда я не могу здесь что-нибудь найти, а потом искусственный интеллект не может что-нибудь найти, то я успокаиваюсь, что окей, это было не так просто. Так, 2 сессии Google органического поиска, но, к сожалению, ключевые слова не отображаются. Это потому что Google в GA4 не передает ключевые слова в целях конфиденциальности. Privacy First модель, чтобы увидеть ключевые слова, вам нужно открыть Google Search Console. Это отдельный инструмент. Насколько я помню, что Google Search Console... Давайте через него все будем делать. Я думаю, он бред несет жесткий. Я думаю, ты ошибаешься, что ключевые слова будут в Google Search Console. Проверь эту информацию и подтверди или опровергни свои слова. Я думаю, это он нас пытается повести по ложному следу из-за того, что он здесь ничего не нашел.
Мы были в Search консоли, там мы настраивали SEO, чтобы не было ошибок, вручную запрашивали перепроверку исправленных страниц, и они появлялись действительно в поиске. Так, то есть он он открыл и смотрит. И смотрит, и... Теперь нажимаем Performance, чтобы увидеть. Отлично, я вижу страницу Performance Google Search. Показан 2 Topple Web Search. Клик. Теперь нажимаю Full Report, чтобы увидеть. Не обманул вы, получается. Действительно, в Google Search консоли есть это. Он проверил и сразу открыл. Ну, молодец. Молодец. Так, Total Impressions, Total Clicks. Я так понимаю, что это 70 раз мы уже, наш сайт был бесплатно показан людям. Бесплатно 70 раз был показан людям, и 2 раза люди кликнули. Прикольно. Для бесплатно очень даже ничего. Ага, вот здесь вот уже есть ключевики. What is fact witness, factual witness, in URL thread, UCS Department of Public Safety, Utah Rule of Evidence 901, fact witnesses, fact witness definition. Ну, нормально, то есть вот ключевые слова, по которым мы показываемся. Здесь 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. И я так понимаю, что это 1 из 7. Нет, это вот все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я думал, там 7 вкладок. Но нет, это всего 7 запросов, по которым нас показали. А это запросы. Ну да, супер. А вот это непосредственно... ну на самом деле да, тут действительно все 70. Хотя больше даже. Вот тут вот 50, тут 23, тут 16, тут 15, 11, 10. Вот разбивка по страницам, какие страницы показывались. То есть людям это полезно, людям это интересно, стратегия меняется. Значит, что нам необходимо поменять? Нам надо поменять очень низкая статистика из показов клик. Это что значит? Это значит, что... Видите, как у нас в бизнесе, как это в стартапе называется, пивот, резкий поворот в зависимости от изменившихся обстоятельств. Получается, здесь не классное описание, то есть нам надо поменять вот эти вот сниппеты. И, наверное, следующее видео это будет, мы будем менять сниппеты, потому что они не репрезентативны, а они показывают явную какую-то дичь, которая вообще непонятна. Ну супер, класс. Сайт создан. Вот плейлисты. Веб-кодинг создания сайта с нуля. И сейчас мы его уже докручиваем, то есть фактически занимаемся маркетингом, SEO-продвижением. Ну что, я надеюсь, что это было познавательно, поучительно. Как вы видите, нету какого-то плана. Что такое хорошее исследование? Хорошее исследование — это когда ты не знаешь, что будет в результате. Я не знаю, что будет в результате. То есть это полноценный стрим, где я решаю задачи в реальном времени и рассказываю логику, как я прихожу к тому или иному решению. Если вы досмотрели до этого места, то я уверен, что вы думающий человек и вам интересно обучаться. Вот бесплатное обучение. Подписывайтесь, пожалуйста. И если понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк. Всего вам хорошего. Создавайте проекты-миллиардники в долларах. Пусть все получается. Финансового благополучия.